Столкновение трех альянсов. Событие, в котором сражаются три альянса. Давайте сегодня разберем это событие. Я вам расскажу некоторые советы, тактики, ну и ошибки, которые не стоит совершать. Во-первых, битва происходит на карте. Карта поделена на три территории. На каждой территории есть объекты, 31 объект. И еще в центре есть один важный объект, центральное здание, которое дает 50 тысяч очков в конце, если вы являетесь захватчиком этого здания до конца битвы. То есть неважно, как долго вы держали это здание, хотя оно вам дает 1800 очков в минуту, но тем не менее 50 тысяч получит именно тот альянс, который держит это здание в самом конце, в завершении битвы. Что важно понимать? Событие классное, потому что магазинчик имеет свой, здесь можно получить чертежи для талисманов, для снаряжения губернатора, а также за хороший рейтинг вы получите вот такие вот награды. Это уже личный рейтинг, я вам расскажу, как попасть в хороший топ личного рейтинга. И вот мы видим награды за первое, второе место альянсов. Сделав определенное количество очков, которые, в принципе, несложно сделать, мы получим самую верхнюю награду, но важно понимать, каким наш альянс будет, первым, вторым или третьим. Особой разницы между первым и вторым местом нету, так что, если вы заняли второе место, не стоит расстраиваться. Но третье место уже значительно хуже. Фундаментом стратегии будет именно регистрация, друзья мои. Правильная регистрация решает, будет победа или нет. Потому что если вы зарегистрируете 30 участников, придет 15 участников, вы по-любому проиграете. Ведь против вас будет противник, которого вам нашла система, опираясь на силу всех 30 участников. Поэтому регистрируем тех, кто точно сможет прийти. Если же кто-то не сможет прийти, то ничего страшного, у нас есть еще 10 мест для замены. Если вы активный альянс, то зарегистрировать 30 участников несложно, и найти 10 замены тоже, в принципе, не особо трудно. Очень важно, чтобы киты, которые зарегистрировались, пришли, потому что киты – это основа все-таки нашего удара, поэтому если они не придут, это будет грустно, лучше их не регистрировать. Они сильно повлияют на то, какой у нас будет противник. Вот. Также перед входом в поле битвы игрокам стоит перепроверить свои формации и убедиться в том, что они используют всех героев важных, кроме Дианы. Диану мы не используем, у Дианы нету никаких навыков для ПВП. А здесь у нас именно навыки экспедиции, те, что справа от героя находятся, именно они у нас действуют. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, Диану забыли, она в битвах бесполезна, она нам нужна, если мы создаем рейды на зверей, чтобы сэкономить ресурсы. И также нужно будет убедиться в том, что вы используете бафы от своих питомцев. Как только это событие у вас появится, оно появится на 120, 130, 140 день, примерно так, и будет ежемесячно появляться. Пожалуйста, всегда используйте бафы своих питомцев. И также, если у вас сильные альянсы, вы хотите помочь, получить победу, используйте бафы 10%. Если вы кит или сильный игрок, то используйте бафы 20%. Но не забудьте, что здесь не работает баф на вместимость отправления. Тот самый баф, который увеличивает количество войск, которые мы можем отправить в марш. Здесь фиксированное количество войск и фиксированное соотношение войск. Так что поменять соотношение или же количество мы не можем. Само событие из себя представляет сражение и захват точек на карте. Карта поделена на три территории, ваша территория и территория двух других альянсов. На территории каждого альянса есть 31 объект, и также есть объект в центре, который будет играть ключевую роль для побеждающего альянса. Если, допустим, вы ведете со счетом 500 тысяч, ваш враг ведет со счетом 460 тысяч, и в последнюю минуту он забирает у вас центральное здание, у него получается 510 тысяч очков, а у вас 500 тысяч очков. И вы, к сожалению, проигрываете. Точнее, занимаете второе место. Поэтому за этим надо будет следить, об этом мы попозже поподробнее расскажем. После открытия поля боя у участников есть 3 минуты на то, чтобы подождать всех опоздавших, какую-то тактику придумать, посмотреть, какие у них противники. Вот, допустим, у нас противники красные, в красном мало участников, около 7-8 участников, но при этом у них очень сильный есть один игрок. В нашем поколении это, можно сказать, фуловый кит, у которого 3 марша имеют миллиард. Каждый марш по отдельности миллиард силы имеет. У меня марши, вы видите, нет, не такие сильные, 400 миллионов, 360 миллионов и 340 миллионов. Поэтому против такого игрока, у которого миллиард, у которого в 3 раза больше, чем у меня, будь таких, как я, 20 против него одного, мы проиграем. Такие вот у нас реалии, к сожалению.
Поэтому стараемся находить слабых для себя противников, ну или же похожих по силе, но против тех, кто сильнее нас в 2-3 раза, идти просто, ну, не варик. Единственный вариант, когда мы можем пойти против такого, это когда нам нужно сделать так, чтобы такой игрок застрял. Понимаете, какая фишка тут? Как здесь происходит битва? Мы отправляем в объект свой отряд. Пока этот объект никем не захвачен, там есть нейтральная стража в количестве 3 штук. Их легко победить. За каждую победу мы получаем личные очки. Как вы видите, сейчас я первый по личным очкам, потому что я вначале быстренько отправлял свои отряды, быстренько их улучшал, и тем самым победил больше нейтральной стражи, которую победить легко опять-таки, и поэтому я первый. Но когда мы начнем сражаться с врагами, тут уже начнется такая тема, что те, кто сильнее, те и получают больше очков. И если мы сражаемся против миллиардного чувака, если мы отправляем туда очень много своих войск, то есть вы отправляете, ваши союзники на него отправляют свои войска, мы его не можем победить, но он не может сдвинуться с точки. Он застрял, потому что сражается, постоянно есть приток противника в виде нас, и поэтому он застревает. Вот. Но это, конечно же, если вы хотите помочь Альянсу в какой-то ключевой момент, просто так убиваться об врага не стоит, потому что каждое наше действие – это затрата энергии. Энергия показывается сверху, и хотим мы вылечить войска, хотим мы их оживить, хотим отправить войска на следующий объект. Все наши действия – это какое-то количество потраченной энергии. Также хочу вам сказать, что сражаясь на территории противника, и чем глубже мы на территорию противника проходим, тем больше энергии у нас уходит даже просто за бой. Вы можете заметить иногда, когда вы сражаетесь на территории противника, у вас автоматически отнимаются 10 тысяч, 15 тысяч энергии. Это все происходит потому, что на территории противника вот так вот система устроила, что будет отниматься ваша энергия даже просто за бой. Когда вы сражаетесь на своей территории, такого нету. Но тем не менее, проходить на территорию противника очень важно, потому что чем больше мы захватываем объектов, тем больше у нас очков в минуту. Сверху вы можете это посмотреть. У каждого альянса есть какой-то приток очков в минуту. Также мы видим, какое количество очков есть у каждого альянса в данный момент. И вот это вот важно все вам знать. Это все сейчас первая фаза сражений, когда мы захватываем все простые объекты. Потом будут открываться святилища, это уже объекты побольше. И эти святилища нам, если мы их захватим, дают назначение, которое дает 60 тысяч очков энергии в минуту. Кстати, про назначение очень важно поговорить. Как мы и сказали, у всех уходит топливо, у китов, у обычных игроков, у слабых игроков. И здесь, в этом событии, есть назначение, которое дает 15 тысяч очков энергии в минуту, 45 тысяч энергии в минуту. И, как я и сказал, если мы захватим святилище, 60 тысяч энергии в минуту. Эти назначения может распределять игрокам R4, любой R5 и командир, которого назначили командиром до битвы. Что я вам могу сказать? Тот, кто будет следить за этими назначениями, должен быть опытный игрок, он должен ставить правильные приоритеты, так как если будет просить назначение игроку, у которого очень мало силы, но при этом он постоянно убивается об сильного кита, то это назначение просто уйдет в никуда. Лучше давать назначение сильным игрокам, которые разбираются в игре, которые знают, куда им надо идти, следуют тактике какой-то, и поэтому нужно будет назначить главного за назначение того, кто сам по себе не особо сильный, потому что назначения отвлекают, и тот, кто разбирается. Вот. Назначение, если у вас не хватает энергии, надо будет запрашивать в чате. Это можно делать, когда у вас уже энергии меньше 50-60 тысяч, потому что одно лишь оживление уже требует около 30-35 тысяч энергии. Так что следите за своей энергией, зря ни с кем сильным не сражайтесь. Как вы видите, сейчас я уже направляюсь на сторону желтых противников, потому что в команде красных очень сильный кит. И я думаю,
Сейчас мне бессмысленно как-то его удерживать, там как-то против него убиваться. Лучше я буду сейчас сражаться с теми, кто послабее, делать личный рейтинг хороший, а уже под конец битвы будет видно, как стоит поступить. После каждой битвы, когда вы захватили здание, здание становится синего цвета, и есть возможность, пока туда не попал противник, исцелить наши войска. Этим надо будет обязательно пользоваться. Если вы не хотите потратить зря время, зря энергию, то пользуйтесь этим. Но, как я и сказал, все действия на территории противника дороже. Также и исцеление. Оно раза в 3-4 дороже, чем у нас, на нашей территории. И еще очень важно, друзья мои, пожалуйста, не тратьте много алмазов на ускорение вашего марша, и тем более ни в коем случае никогда не тратьте свои алмазы на ускорение битвы. Ускорение битвы стоит 5000 алмазов. Вне зависимости, кит вы или обычный игрок, пожалуйста, не тратьте на это свои алмазы. Это абсолютный скам, абсолютно того не стоит. Максимум, что вы можете потратить за битву, это около 10-15, ну максимум 20 тысяч алмазов. Больше уже невыгодно. Веселье весельем, но как бы все эти события созданы, чтобы мы развивались, чтобы мы получали какой-то профит с них и прокачивали свой аккаунт. Я это вижу так. Но если вы лютый фанат своего, ярый фанат своего альянса, если вы хотите, чтобы они прям 100% победили, конечно, можете тратить 200-300 тысяч алмазов, но это будет нелогично. Открылся центр, сразу отправляем туда свои войска, ускоряем. Все, мы попали, мы первые, теперь ждем других наших участников. Они тоже уже поспевают, все отлично, все четко. Главное, что мы попали туда первые, а теперь уже просто надо постоянно туда отправлять свои войска и удерживать центр. В целом, битва будет продолжаться так. Я буду своими второстепенными, третьестепенными маршами где-то получать личные очки, но мой основной марш будет направлен всегда в центр, чтобы не потерять центр, потому что иногда думаешь, ну вот у нас там 15 игроков в центре, от врагов всего 4-5 отрядов, ну мы там не проиграем, можно расслабиться, пойти сделать личные очки. Но иногда противники как раз таки ждут таких моментов и толпой отправляются в центр, и все, потерян захват, минус 50 тысяч очков, второе место, поражение, до свидания, все. Поэтому, друзья мои, не расслабляемся. Конечно, центр у нас, но это еще ничего не значит. Вы сейчас можете видеть, какие отряды у этого игрока. Это вообще жесть. Тем не менее, дальше битва будет идти в том же русле. Буду делать личные очки, буду держать центр. Вот так вот. Больше мне вам нечего рассказать. Надеюсь, это было полезным. Надеюсь, ничего не упустил. А если что-то упустил, то уже помогу в Телеграме или в комментариях. Пожалуйста, спрашивайте. Буду рад вам помочь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до скорых встреч.